Привет всем хорошим людям! Добро пожаловать к нам в гараж Custom Truck. Ну что, наш эксклюзив ЗИЛ продолжает нас радовать контентом. Ну что поделать, ничего с этим не поделаешь. Я закупил бензина, крышки редукторов сейчас в сварке. Ну, я думаю, за сегодня их заварит аккуратненько, потому что там нужно все пропилить, сделать качественно. Вот, как только их заварят, мы сейчас максимально подготовимся к их установке. Начнем все собирать. Важная деталь — это пакистанский ремонт, который нам предстоит с шестерню. Займемся этим тоже в том числе. Вам я желаю приятного просмотра. Заваривайте чай, печенье, пельмени, что вы там любите. Но я всегда советую кушать полезную еду, поэтому заваривайте полезную еду. Вот, ну и приятного просмотра. Мы начинаем. Решил я начать с самого сложного — наварки нашей шестерни. Дело в том, что хочу по чуть-чуть наваривать ее, чтобы не перегревать. То есть один зубчик наварил, оставил, пошел заниматься другими делами. Ну, потихоньку наварим. Ничего страшного. Вот, внешний диаметр потом тоже подправим. Примерная плоскость у меня есть зуба. Вот, ну, что поделать, будем как-то выживать. Наверное, замотаю соседние плоскости, чтобы туда не капали капки. Ну вот, первый зуб готов. Посмотрим, будет ли это работать. Я знаю, многие против такой технологии восстановления, но вариантов у нас нету. Пакистан рулит, и я думаю, какое-то время это походит. Пока остывает шестеренка, я разберу этот редуктор, потому что нам его нужно разобрать, чтобы, видите, убрать вот этот люфт. Где-то сзади этот редуктор мы разберем глубже, чем какие-либо, потому что нам нужно будет и снимать основную шестерню. Пока что идем по накатанной, раскидываем все. В принципе, особо сложного ничего нету. Сейчас быстренько раскидаем. Сливаем масло. Хотелось бы, конечно, уже собирать наш проект, но, блин, пока мы только разбираем. Но будем относить это к переборке. Типа мы перебираем, правильно? Да, типа мы сейчас все перебираем, пересматриваем. Новые. СНВ все германские. Ну, здесь все хорошо, все красиво. Сейчас будем заныривать вот сюда. Шестерня пошла. Ну, в принципе, все пусть лежит, она уже все пусть стоит. И вот болты, которые у нас открутились. Да? Да. Застопорены причем. Офигеть. Чтобы зажать эти гайки, пришлось обточить головку, но все нормально. Зажимаю крест-накрест. Сами знаете почему. Все зажато, стопорим. Всю проволоку собрал, сейчас буду потихоньку все отмывать. Огромное спасибо Юрису за эту штуку, он когда-то ее забыл, так она и прижилась у меня. Постеснялся, видимо, забрать обратно. Все эти вещи смазываются нигролом, который находится в бортовом редукторе, поэтому отмываются легко и быстро. Это упрощает работу.
Интересно, есть где-то на заводе должность прокладочник? Человек, который выбивает постоянно прокладки. Я не знаю, это адская работа. Все, мы готовы к установке крышки. В детстве мы всегда эту поверхность мазали солидолом. Не знаю зачем, но мой дедушка так делал. Наверное, и мы помажем чуть-чуть. А? Или не стоит? Пишите в комментариях, нужно ли мазать такие самодельные прокладки солидолом. Я, наверное, помажу все-таки. Промазал солидольчиком, продул все отверстия, а также намазал сюда литол, чтобы я смог одеться на вот эту вот часть подшипника. Кстати, вот эту гайку откручивать не обязательно, я так понимаю. Сейчас попробуем ставиться. Возможно, придется и подшипник вынимать. Так, ну пока что не получается. Видимо, придется помучиться. Сейчас посмотрю еще. Возможно, просто сниму, тогда выну подшипники с корпуса. Но это тоже такое себе, блин. Посмотрим. Сейчас помучаюсь еще. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Нашел схему. Берешь, засовываешь палец, там чик вот так по кругу. Ролики. И все стало. Хитрая схема, но она сработала. Сейчас он садится в эти направляющие, поэтому достаточно туго идет. Закинул ступицу. Все потихоньку собрал. Обжал редуктор весь. Эту крышку поставил на герметик. Здесь зашплинтовал тоже. Пришлось повозиться. Но благодаря вот таким криво-плоскогубцам очень это удобно было сделать. Ну как удобно? Гораздо удобнее, нежели чем обычными какими-то прямыми плоскогубцами. Вот сюда вставляется шланг. Вот. И вставляется в мост. В центр вот сюда. А потом отсюда выходит. Вот. И пошел в раму. И на нужные нам там трубки, выходы и так далее. Ну все, в принципе, сейчас закидываю эту часть, и этот редуктор будет готов. Ничего не болтается, естественно. Все хорошо. Вот, так что продолжаем. Первый готов. Ну вот еще нам 2 нужно будет собрать. Там я зубья навариваю потихоньку. 4 зуба наварил еще только. Или 3, или 4. 4 все-таки, по-моему. Вот, так что тоже медленно этот процесс идет. Еще нужно будет зачищать, еще дольше это все затянется. Но главное, чтобы нам заварили корпуса, а это мы уже по чуть-чуть, потихоньку я соберу. Вот здесь будет полегче все это дело, а вот там спереди, где нужно нам будет обрабатывать все это болгаркой, там будет гораздо дольше. Продолжаем работать. Друзья, зима не за горами. Это значит, что самое время обновить автомобиль. Если у вас в планах покупка нового автомобиля, то обязательно покупайте через бесплатный сайт автоспот.ру. Потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров, а самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке. Кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры делают очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую для скачивания. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. Крышка ступичная одевается вот на эти зубцы и сама же является и фиксатором вот этой гайки упорной ступицы. То есть такие решения интересные здесь применены, но болтики придется крутить рожковым. К сожалению, головка здесь не налазит. Все, собрал, крышечку зажал. И вы знаете, сейчас вот поймал себя на мысли. Когда у нас не было еще этого зила, вот если бы вдруг ко мне кто-то пришел там из будущего, да, и спросил: Дима, вот есть такой ЗИЛ, классный, все классно, но вот ты будешь полгода валяться под ними, и вот на таком уровне, на уровне редукторов, мотора, я бы, наверное, все равно его купил. Не знаю. А как бы вы поступили, друзья? Напишите в комментариях, готовы ли вы
понимая, что это будет задница, вот нырять в такие проекты. Наверное, я бы все равно его забрал все-таки. Что-то в нем есть в этом зиле. Я думаю, мы вложим в него душу, и он будет нас радовать. Снимаю эту ступицу вместе с шестерней. Все почему? Потому что вот, друзья, торчит заклепка, и где-то торчала еще одна. Вот. Вот. Видите? Пополопались заклепки. Почему? Непонятно. Ну, сейчас разберу, мы посадим на болты, если что, зашплинтуем. Вот, но что-нибудь придумаем. Но надо обязательно это устранить, потому что эти вещи могут падать. Куда? Вот сюда. Решил я сразу сделать и шкворень. Попытаться во всяком случае. Вот эта болтанка. Да тоже неправильно. Снял рулевую тягу. Вот она. Кстати, не болтается ничего. Также открутил шланг подкачки. Выбил клин крепления шкворня. Вот он. Красавчик. Открыл крышки. Здесь даже болты из золота. Вот. Видали? И сейчас попробуем долбануть этот шкворень, как он пойдет. Хоть бы он пошел, но из-за болтанки обычно шкворни идут нормально. Когда болтаются. Ух ты. Фу. Насквозь прошел. Какой-то странный полый внутри. Это что это такое? Кстати, во втулках он не болтается, а болтается в корпусе. Ну, чуть-чуть снизу есть. Болтается наш шкворень в корпусе. Так, вот. И вот эта болтанка на колесе создает, блин, ну, большую болтанку. Реально большую. Поэтому пока что я не знаю, что делать. Думаю, надо замерить размеры, посмотреть, есть ли такие аналоги какие-то МАЗ, УАЗ, КАМАЗ, КРАС, ГАЗ, ВАЗ и т.д. И потом будет понятно вообще, с чем мы имеем дело и как с этим бороться. Пока прогревается патрол, расскажу вам в двух словах. Прошло примерно 5 дней с момента последнего включения. Я заказал на Озоне палец от ZIL-130, посмотрел в интернете, вроде бы он нормальный, все по диаметру совпадает с нашим шкворнем этим. Вот, в итоге палец пришел, но по высоте там была разница где-то в 3 сантиметра. Я это все отвез токарю. Вот он посмотрел, сказал, палец фуфло, и было принято решение изготовить новый. Но у него сейчас пока что со временем напряженка, поэтому несколько дней нам еще придется чуть-чуть подождать. Сегодня я займусь изготовлением шестерен. Вот, то есть, ну, точнее, как изготовлением, восстановлением. Пакистанским, да, но попробуем такой способ. Если вдруг их обрежет, то мы тогда уже изготовим хорошие профессиональные шестерни. Да, это будет дорого, но это должно, по идее, ходить. Так что приступаем. Сейчас еду в гараж, ждем запчасти, именно шкворень новый. Вот, и пока будем делать шестеренки. Потихоньку занимаюсь обработкой нашей шестерни. Это кропотливый труд, спешить в котором ни в коем случае нельзя. Вот, проводим токарные работы. Сейчас покажу вам. Добавляем еще. Вот это наш 0. Мне кажется, сейчас будем еще добавлять сварочки. Ну, посмотрим. Вот так я наварил нашу шестеренку. И у нас единственная поверхность родная осталась. Это вот. Видите? Она у меня за основу. Вот. Сейчас
Еще чуть-чуть нужно пройти, снять. Кое-где нужно подварить еще немножко. Ну, это не страшно. Вот. Самое страшное будет зачистить. Нанести разметку здесь по центру зубьев. И потихоньку шлифовать начинать. Ну, ничего не поделаешь, будем восстанавливать. Немножко доварил шестерню и делаю последний проход. Сейчас покажу, что получилось. Наружная часть шестеренки вся будет готова. Даже захватил вот этот уже зубчик. Ну, прям чуть-чуть царапинки появились. Я думаю, больше не будем. Все остальное сточится дорогой. Ну так, все зубья полноценные. Все четко. Сейчас мне нужно будет нанести разметку. Вот так посередине, аккуратненько, не спеша. И начинать потихоньку выпиливать плоскости. Ну, не знаю. Посмотрим, что с этого выйдет. То, что я сейчас делаю, не рассказывайте никому. Делаю автоматическую систему шлифования шестерен. Мне даже самому смешно от этого, но эта штука должна работать. У нас есть шестерня. Так. Вот это основополагающая шестерня. И если ее использовать, смотрите, вот так выставляешься, так, подводишь шестереночку, чик. Вот так. Видите, зазорчик везде параллельный. Потом вот так подводишь. И пошел. Ну, примерно. Как думаете? Потом чик, пропилили. Уводим. Пропилили. Прокручиваем. Опять заводим. Так. Подводим к шестереночке. Чик, чтобы зазорчика не было. Можно вот так свет поставить. Чик. Вот, зазорчик прям идеальный. И все, поехали. Не знаю, должно сработать, по идее, а? Как думаете? Пишите в комментариях. А я сейчас буду пробовать, блин. Мне бы главное вот эту плоскость, понимаете, верхушку зуба, а ту я подшлифую, как мне уже надо. Вот что. Ладно, сейчас попробую поэкспериментировать. Надо глубже, чтобы заходила эта штука. Вот что надо. Один круг я прошел по кругу, так, с каждой стороны сделал зуб себе. Вот, сейчас посмотрим. Хочу перевернуть вот эту шестеренку и сделать все то же самое с обратной стороны. Я боюсь, что он, зараза, немного отгибается, наш круг. Но я его тоже сейчас переверну вот этой стороной. Тоже попробуем. В общем, сейчас буду экспериментировать, но вот так это выглядит. Видите, пропилы мои. Ну, возможно, это будет работать. Отправляюсь домой. И вот так выглядят первые отшлифованные плоскости. Здесь уже не дошлифовал. Где-то надо будет, наверное, я так думаю, подваривать нам аккуратненько. Типа вот эти раковинки. Ну а так, я вам хочу сказать, это хороший результат. Многие из вас напишут, что вот, зачем ты так делаешь, редуктору будет капут. Так ему и так капут. У нас вариантов нету. Либо выкидывать этот редуктор и покупать новый, либо, ну как покупать, если его есть возможность купить. Либо рисковать и все равно потом покупать новый редуктор. Вот и все. Поэтому я думаю, если честно, что эта конструкция будет работать. Ну, проверим. Вот так пропилены у меня зубья. Некоторые зачищены, некоторые повторно я проварил, чтобы все это выглядело аккуратно.
Вот. Они сейчас запилены все и ждут дальнейшей шлифовки. Я уже вам не показывал этот весь, ну скажем так, процесс, но я вам показал одну там 20-ю, наверное, работы. Вот, то есть это достаточно большой труд. Уже второй вот полдня я вчера делал, и сегодня вот уже почти скоро будет полдня тоже. Ну, думаю, может, зачищу до обеда. То есть кропотливейшая работа, спешить нельзя ни в коем случае, и тогда будет хороший результат. У нас происходит уже финишные аккорды. Ну как вам шестеренка-то? Огонь. Осталось отторцевать вот эту сторону. И, конечно же, я сразу вам покажу финальный результат. Ну вот, друзья, что вы скажете? Вот по подобию этой шестерни было полностью восстановлено. Шестеренка, все размеры, диаметр, посадочная под кольца подшипника, все это восстановлено. Есть огрехи, но лучше уже я не сделаю. Еще можно чуть-чуть полирнуть. Я думаю, оно полирнется самой шестерней. Вот, пришлось здесь наваривать торец немножко, обтачивать, но вот такой результат. Я результатом доволен, если честно. Как оно будет ходить, покажут дороги. Ну, целый день у меня ушел, вот полдня вчера и полдня сегодня. Но есть результат, это самое главное. Теперь нас ждет восстановление второй шестеренки. Ее тоже нужно восстановить. Наконец-то нам пришла цапфа. Но, скажем так, какая ситуация? Нам пришлось заказывать новый палец, потому что я заказал комплект ZIL 130, но палец ZIL 130 по внешнему диаметру подходит, а вот по высоте он, к сожалению, видите, на 1,5 сантиметра короче. Поэтому вынужденная мера — это изготовление нового пальца. Во-первых, почему? Потому что мы сделали на 4 десятки его толще, чтобы он не болтался вот в этом корпусе. Нам повезло, эллипса здесь нету, и есть возможность, то есть вот если вы даже посмотрите сейчас, то видно, что он по всему периметру очень хорошо зашел сюда. Поэтому я думаю, это оптимальный вариант. То есть этот палец мы сделали потолще, наш новый. Он сделан из торсиона. Ой, из торсиона говорю, из полуоси. Здесь даже видна вот закалка. Вот до сюда он закален. Видите, то есть, ну, вот видно граница каленого металла и сырца. Вот, так что будет ходить однозначно. Единственное, что нам нужно сейчас сделать, это немного развернуть втулки, которые в ответной части вот этой цапфы. Их нам нужно развернуть на 4 десятки. Как раз у нас там была болтанка, возможно, даже где-то чуть-чуть просто элементарно подправить. На Озоне купил развертку регулируемую. Не знаю, как это работает, но будем этим тоже заниматься. Но чуть попозже. Сейчас наша задача наварить шестерню, собирать редуктора. Параллельно будут идти все работы, потому что во время наварки шестерни наварил зубчик, 2 зубчика, остудил. Наварил 2 зубчика, остудил. Пойдем покажу, что у нас выходит с шестерней. Вот та шестерня, которую я восстановил. Так. И здесь на большой шестерне у нас тоже проблема. Слизаны вот зубья. Так. Сейчас я их вот таким образом навариваю по чуть-чуть. Вот 4 зубчика, потом напротив 4, 4, 4, вот таким образом, чтобы сильно оно не перегревалось. В чем же причина? Ну, наверняка все вы тоже задумываетесь над этим. Я считаю, что вот эта шестерня верхняя наша, она была бракованная. Она была с тонким зубом, с другим шагом. Вот почему-то у меня такое чувство. И поэтому она грызла и эту шестерню, и сама же себя сгрызла. Вот прям 80%, что это именно так. Ну, посмотрим, как это будет ходить пакистанская конструкция, но вариантов пока что у нас нету. Откликнулись наши зрители-подписчики, Игорь откликнулся из Молодечно, которые готовы нам помочь с изготовлением таких шестерней. Но это мы оставим на потом. Если у нас не будет ходить хорошо вот эта наша пакистанская конструкция, то нам придется изготавливать шестерни. Так что посмотрим. Но это уже, конечно же, в следующих когда-то сериях. Ну а сейчас наша задача наварить эту шестерню, ее подготовить редуктора к сборке, цапфы и все это собрать до кучи.
Так что продолжаем ремонт нашего редкого зила. А вам, друзья, огромное спасибо за поддержку. Спасибо, что вы пишете комментарии. Я стараюсь все читать. А также огромное спасибо за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас, то переходите по ссылке в описании. Поддерживайте. Тем самым будете получать доступ к уникальному контенту. Каждые 2-3 дня я снимаю, что у нас здесь происходит, и выкладываю туда коротенькие видосики. А также там выходят и основные серии. Все, продолжаем ремонт. Вот так выглядит наваренная шестерня. Скоро она, совсем скоро поменяет свой вид. Будет гораздо красивее. Юра параллельно готовит прицеп под покраску. Ну а я же продолжаю заниматься зилком. Леша тоже помогает нам, участвует в этой движухе. Сейчас будет высекать прокладки. Прокладок нам нужно очень много. Все, продолжаем заниматься зилком. Зажал шестерню в станок и обрабатываем наружную вот эту вот плоскость. У нас нужен точный диаметр внешний. Вот потихоньку сейчас сделаем. Это процесс очень сложный, долгий. Но мы справимся. Смотрите, уже у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 зубчиков почти готовы. Еще потом возьму мелкую. Вот этот мелкий лепестковый круг и буду полировать. Специально оставляю немножко. Должно получиться. Вариантов все равно нет. Так, еще одна проблема, друзья, с которой мы столкнулись. Это 5 лопнувших заклепок. Вот что с ними не то непонятно, но они вот так вот выглядели. Вот, все остальные я прошел, проверил, все нормально. Значит, а именно вот эти, они почему-то лопнули. Для того, чтобы эту конструкцию исправить, я взял болты на 14, переточил их полностью под нужный нам диаметр и под гайки на 12. Это каленые болты с карданна. И теперь вот вместо заклепок у нас установлены болты. Не знаю, почему так завод решил, но на 131 зиле как раз таки главная пара прикручена на болтах. Для надежности решили и перезаклепать наши заклепки, которые на второй шестерне. Болтается, да? Кажется, да. Потому что есть вот этот миллиметрик, какой-то вот минимальный зазор. Поэтому передалбываем их все. По 2 раза, по 3. Готов? Очки одел? Только чуть-чуть покраснело, сразу бывает. Ровно держи. Так, я, как и многие из вас, наверняка, впервые вижу вот такую регулируемую развертку. Сейчас попробуем развернуть наши втулки. Мы выставили 38,2. Напомню вам, палец у нас 38,4. Вот, также в пальце сделал вот эту прорезь под клин. Ну и сейчас попробуем пройти 38,2. Верхняя втулка у нас очень плотно, а нижняя, в принципе, вот проходит, видите? То есть сейчас сделаем 38,2, а потом сделаем финально 38,4. Вот такой план. Важно попасть в соосность, чтобы это все еще было соосно. Сейчас попробую крутить. Вот мы чуть-чуть уже начали, но как-то качество непонятное. Возможно, сделаем разверткой 38,2, а потом будем или наждачкой подправлять, может. Ну, сейчас посмотрю, как это все будет выглядеть в финальном виде. Ну, 38,2 мы прошли. Но палец, естественно, еще не залазит. Мы на полпути к успеху. Развернули наши втулки, но поверхность немножко такая жесткая. Палец сейчас не влазит, но мы хотим подправить вот таким способом. Леша изготовил специальную штуку, которая сейчас чуть-чуть нам подправит. Наверное. Сейчас как подправит, блин. Но ничего страшного, сейчас все должно быть нормально. Ну, понял? Оставь ее, просто не води вверх-вниз, просто оставь и все.
Во. Я что и говорил, может быть снизу лучше будет залезть. Может там где заусенец какой-то. Все? Да. Немного работы наждачкой и все получилось. Вот так. Никакой болтанки. То есть идеально. Ну, наверное, то, что это надо. Единственное, здесь заметили косячок маленький. Вот смотрите внизу. Отверстие для смазки вот там. А сама масленка вот здесь. То есть нужно сейчас выкрутить масленку и просверлить новое отверстие, чтобы это все мазалось. В верхней части все хорошо. Ну так что вот такая сборка. Ну, не очень качественная, да, Паш? Ну, не попали. Пойдет. Пойдет? Конечно. Мне кажется, поедет. Ставили мы вместо поворотного опорного подшипника бронзовую втулку. И сейчас вот две используем шайбы такие специальные, уплотнительные, из комплекта ЗИЛ-130. Вот, и устанавливаем, и все плотненько у нас получается. Даже чуть-чуть сомневается. Ну, я думаю, вот так вот. Ну, куда тут уже, правильно? Болтанка. Я думаю, нормально. Забиваем скворень. Забить у нас будет его один шанс только. Потому что потом вряд ли мы его выбьем. Только не крути ее, потому что прокрутится. Все, теперь надо клин ловить и вставлять. По-моему, это огонь результат. Все отлично. Мне даже не верится, что мы собираем шкворень. Я немного переживал, что палец туго зайдет вот в эту центральную оську, но вы знаете, токарь у нас все-таки хороший мужичок. Сделал все четенько, вопросов нет. Верхняя и нижняя крышка собраны. Новые тавотницы. Сейчас прошприцуем и будем продолжать сборку. Нам следующая задача — это ставим чугунный корпус и поперло, видишь? Леша, видишь? Вижу. Все. Смазали все тавотницы, промазал, все четко. Здесь стоят даже специальные клапана, вот, которые скидывают воду, грязь или еще что-то. То есть очень классно сделано. Все промазались, все четко. Сейчас уже поставили внутреннюю крышку. Многие из вас там ругались, что якобы алюминиевые редуктора, но на самом деле эти редуктора состоят из двух частей. Одна часть чугунная, а ответная алюминиевая. Вот. Но вроде как алюминиевые эти корпуса ходят хорошо. В нашем случае просто была вода, видимо, и она виновата во всем, в наших проблемах. Вот. Я не стараюсь никогда хаять инженеров. Они и так проделали огромную работу. Им только огромная благодарность за попытки создания других машин, необычных, нестандартных. Поэтому, друзья, и вы тоже в комментариях обязательно ставьте лайк инженерам, которые старались, думали, а не лепили стандартно все подряд. Вот. Но, наверное, так правильно. В принципе, как и самодельщиков, я никогда не хаю, что вот, кто так сделал, почему так, тут не подлезть. На самом деле проблем в постройке всегда очень много. И разные решения, они чем-то обусловлены. Туда не можешь подлезть или еще куда-то. Поэтому каждая техника, не ругайте, а наоборот, ставьте лайки за то, что люди стараются и что-то делают. Обязательно ставьте лайки. Процесс сборки движется очень медленно. Наш вот этот вот колхозинг-сборинг немножко здесь нам помешал, потому что цеплялись гайки. Пришлось 4 раза снимать эту шестерню и подгонять, чтобы и резьба оставалась, и не цеплялась за корпус. Теперь все отлично, но пришлось повозиться. Трансмиссия наша работает, смотрите как. Страшная конструкция. Но рано или поздно мы ее победим. Сальник я в крышку вставил. Вот такой сальничек Феби. Он на 2 мм уже, но здесь больших оборотов нету у ступицы, поэтому, я думаю, будет ходить. Потому что такого сальника именно в наш размер
я не нашел. Сильно не мучился, не искал. Вот первое, что нашел, то и заказал. Тем более, что иностранные сальники, я думаю, будут держать. Все, продолжаем сборку. Вопрос к знатокам, друзья. Среди наших подписчиков, зрителей наверняка много людей, которые шарят в технической части. Так, вот здесь после сальника, сальник стоит внутри, так, а после сальника стоит вот такая конструкция. Мне, допустим, непонятно, для чего она. Ставится вот такой вот пружина, поддерживающий какой-то кольцо, пружина поддерживающая, потом вот видите, зубчики, чтобы не проворачивалось. Ставится кольцо с резинкой снаружи. Смысла в этом кольце я вообще не понимаю. Для чего оно надо? То есть, после этого ставится ступица. Вот она, просто заезжает сюда и все. То есть, якобы второе уплотнение, дополнительное. Леша говорит, что это типа грязезащита. Так вместо этой грязезащиты можно же было просто отлить алюминиевый корпус. Недостаток этого, что вот это кольцо, нажатое пружиной, оно еще трется постоянно по ступице. Для чего? Я не понимаю, это нужно. Вот вообще не понимаю. Вот так оно типа ставится. Вот. И потом ставится ступица, и она вот этой частью, вот, ну, пружинка тут поддавливает, оно этой частью еще трется по ступице все время. Типа грязезащита. Возможно, грязезащита типа сальника. Но непонятно. Дайте ответ в комментариях, если вы поняли, что я спрашиваю. Для чего вот это вот кольцо? Оно здесь, по-моему, вообще просто можно было вот алюминиевый корпус сделать. И не надо этих лишних непонятных конструкций. Makita постоянно нас выручает. Мы пользуемся инструментом Makita, и инструмент очень хорошо себя зарекомендовал в наших адских условиях. В очередной раз они прислали нам маленький подарочек, а именно вот такую огромную батарею. Ну, чтобы вы понимали, сейчас я для сравнения, у них, видимо, новая линейка. Вот такая теперь батарея у нас будет. Очень приятно, что Makita не забывает и периодически нам присылает маленькие подарки. Команде Makita огромное спасибо от канала Custom Truck. Восстанавливаем мы систему сапунов на наших редукторах. Бронзовые обломанные наконечники, которые дядя Дима обломал, или они сами обломались. Но это больное место. Но теперь мы делаем вот, пересверливаем резьбу, вот такой вот уголок, сюда шланг, и будет держаться. Ну, то есть нашими обходимся имеющимися запчастями. Сейчас устанавливаем два сапуна, и два редуктора у нас уже будут восстановлены, и шланги подкачки, и шланги на сапуны. Все, этот редуктор мы собрали. Обратите внимание, перепаковали шланги. Сюда сделали тройничок. Новые шланги здесь на подкачку и на сапун. Все, редуктор собран. Все четенько. Здесь тоже осталось только вот соединить. В принципе, ну, Леша сейчас сделает. И параллельно Леша шприцует оставшиеся наши рычаги. У нас снаружи будет все прошприцовано уже в ближайшее время, надеюсь. Здесь очень много мест для шприцовки. Вот эти клапана. Вот, ну а я начинаю собирать наш редуктор, вновь восстановленный. Вот если бы вы не знали, что эти шестерни сварены сваркой, то вы бы никогда не догадались. Но в принципе я доволен работой проделанной. Да, это было нелегко, но выглядит все классно. Она еще не стоит на месте. Сейчас мы забьем, доставим, и все будет четко. Так что вот такой у нас результат нашей работы восстановительной. Я думаю, будет работать. Но, как говорит Юра, дорога покажет. Две шестеренки смотрятся отлично. Прокрутили по кругу. Все совпадает, ходит, крутится. Надеюсь, будет работать. Крышка готова к установке. Все предельно просто. Берем. Аккуратненько, забыл сальник помазать. Тоже смазываем обязательно. Следующая нам задача после сборки. Нужно проверить масло в редукторах. Внутренних. Не колесных, а именно бортовых. Вот, которые внутри там в раме идут. 6 редукторов нам нужно проверить. Они прокладочки хорошие.
Ну вот так потихоньку оживает наш ЗИЛ-утопленник. Очень медленно, но оживает. И это самое главное, друзья. Потому что все потраченное время на него, это не зря. Это возрождение легенды. Машина с историей. Ну, я думаю, он преобразится, будет вообще красивый. Ну что, открутил я 2 задних редуктора. Мы нашли, к сожалению, только контрольное отверстие. Здесь советский такой вот негрол, еще очень хороший. Самый настоящий такой негрольчик. Я думаю, менять не будем его здесь. Главная наша задача — убедились, что здесь нет эмульсии. Вот. И, собственно, уровень в порядке. Вот, потому что сливной пробки я не нашел. Кто профессионалы по ЗИЛам, подскажите, есть ли здесь вообще сливная пробка? Что-то облазили, все не нашли. Но сейчас будем проверять в следующих. Там еще у нас 4 штуки. Со средними редукторами у нас небольшая проблема. Чаще высмоктал. Угу, чуть-чуть совсем. В одном эмульсия, во втором такая чача с водой. В общем, надо откачивать как-то, и сливного отверстия мы, к сожалению, не можем найти. Сейчас будем пробовать шприцом. Нужно удлинить вот эту палочку, то есть трубочку. И будем пробовать. А вот здесь, друзья, конкретная вода у нас. Передний правый редуктор. Офигеть. Слили мы с правой стороны, пошла вода. С левой стороны, с водительской, все нормально. То есть смазка хорошая, все красиво. Сейчас Юра залил соляру во все редуктора, и мы сейчас заведем мотор и прокрутим, посмотрим, как наши редуктора, прикатаем все, и опять потом сольем всю жижу и зальем нормальное масло в наши редуктора, которые не колесные, а бортовые. Вот такая у нас задача сейчас. Никаких шумов, стуков, все работает. Я думаю, можно ускориться чуть-чуть, правда? Идет процесс обкатки, смазки редукторов после нашего ремонта. Вроде бы все хорошо. Вроде бы все хорошо. С редукторами мы разобрались. Все, чуть-чуть их обработали, прикатали. Еще одна проблема, которая у нас существует, это закисший цилиндр тормозов. Сейчас мы его сняли. Вот, и нам нужно его разобрать, посмотреть, что за беда там внутри и как с ней бороться. Так что вот так он выглядит. Пойдем разбирать на верстак. Не люблю обычно заниматься такими вещами, как вот всякие цилиндрики. Это всегда у меня, знаете, так нужно подготовиться морально. Но в этот раз вот взял наждачку, взял вот такую вот кусочек арматуры, накрутил и внутри все почистил. После этого прошел тряпочкой, и вроде бы все нормально. Там вот смотрю, и зеркальце вроде появилось. Посмотрим. Внутри было вот такое вот состояние. Все нужно мыть, чистить, поэтому сейчас буду вот именно этим и заниматься. Хотя вон там вижу еще вверху немного есть. Ну, наша главная задача — это убрать перекос. То есть, когда есть маленькая ржавчина, вот этот внутренний цилиндрик перекашивается и клинит. Вот. Он у нас как бы типа все работало, но немножко подклинивало из-за большого количества воды. Вода была вот в этих вот резервуарах для тормозной жидкости, и это создавало нам дополнительные проблемы. Сейчас еще чуть-чуть почищу и будем собирать все обратно. Естественно, это все отмою тоже. Так что, думаю, получится реанимировать наш цилиндр. Спустя 2 часа работы
удалось нам собрать цилиндрик. Пришлось поменять одну резинку. Вот что произошло. Вытачивали новую резинку из резинок база. А здесь стоят оригинальные резинки 4906. Так что сейчас закидываем обратно цилиндрик и будем пробовать прокачивать тормоза. Подкачку там надо смотреть, Лёш. Что? Подкачку. Компания Makita в очередной раз сделала нам очень крутой подарок. Это ударный гайковерт, по-моему, 4000 ньютонов вроде бы там в техпаспорте написано. Ну, это вещь. Компании Makita огромное-огромное спасибо, что не забывает про нас. И инструмент Makita, он нам помогает реализовывать все наши проекты. А самое главное, что он надежный, не глюченный и работает четко. Ну-ка, Леша, покажи, как он работает. Хорош. Все, отлично. Одно колесо готово. Осталось еще 5. Вот то тоже уже подставили. Сейчас краником поднимем. И зилок наш потихоньку преображается, возвращается в свой первоначальный вид. Тормоза прокачать мы не можем, к сожалению. Установили все 6 колес. Вот, ну и надеюсь, уже завтра мы стартанем на нем. Искренне надеюсь. Мы занимаемся зилом, а Юра здесь копошится с нашим автодомом. Красит багажник, защитный кожух, делает всякие дела. Шрех нам мешает, чтобы испытать зила, поэтому сейчас наведем здесь порядочек и будем выезжать, делать пробный выезд. Накачали шины. Финал проекта Шрек. Вы говорите, что мы не доводим проекты до конца. Вот видите, Шрек готов. Может, кому-то из вас нужен редуктор ГАЗ-71. Готов его тоже реализовать. Штука очень классная. Возможно, для постройки вездехода кому-то понадобится. Если что, пишите. Ну, а мы сейчас запускаем зилка. И будем пробовать первый тест-драйв. Очень такое событие интересное, долгожданное и, надеюсь, успешное. Аккумуляторы не закрепили. Сейчас их закрепим и будем запускать и выезжать. Пускай мотор. Давай. Не работает. Запустил? А массу включили? Этот аккумулятор, с него клемму не сняли и полностью высажен. Который у Лёши. Лёш, не привязывай его. Мы часто в жизни планируем какие-то вещи, вот и в нашем случае тоже получилась ситуация, когда мы еще 2 серии назад планировали первый выезд, в итоге еще больше занырнули, и только спустя 2 серии мы можем попытаться сейчас выехать. Мотор, когда собрали фильтр, стал работать настолько мягко, прям приятно слушать его. Пробуем выезжать. Глуши! Идите, делайте, что вы сделали. О, это руль повернул, только что же сорвало, да? Ты сапун выкрутил? Нет. А кто?
Не знаю. О, сюда. Что-то тут не то. А где сапон? Ну его, видно, выкинуло, да. Ты, наверное, выкручивал тогда его потихоньку. Его с вибрацией. Да, Ушел? вот он, да. Ладно, сейчас поставим сапун и поедем. Как надо жидкости долить, да? Ручник не работает, но эта машина едет очень мягко, четко. Ну, это не советский грузовик, такой пока киномарка какая-то. Ну, первое впечатление. Тормоза тоже, к сожалению, не работают, но плавность хода, четкость управления просто завораживает, честно. Леш, сядь, проедь. Первые мои впечатления, просто офигел от этой машины, честно. Когда мы соберем, там внутри еще не собрано все, не стоит капот, но когда мы соберем все, это будет вообще обалденная машина. Я удивлен. Легкость управления, маневренность и двигателя вроде как хватает. Но я прям чуть-чуть вот сейчас проехал, но я вам хочу сказать, машина очень интересная. Я просто в шоке. Ну и, во-первых, классное событие то, что он поехал. И классное событие то, что он такой классный. Вообще. Я в шоке. Я думал, это будет гораздо хуже все выглядеть. Я помню Новый год, тот момент, когда его покупали. Думаю, вот это самый, наверное, лучший подарок мне на Новый год. Но, наверное, так это и есть. Я поначалу думал, что это стрёмная тема, что куда я вляпался. Но вот я сейчас проехал, я понимаю, что это очень интересная машина. Как мягко работает мотор. Ну, все просто супер. Мы его доведем до ума, и у нас будет очень классная тачка. Ну и в целом это событие, которое я так его ждал. Я не знаю, как передать свои эмоции. Пока что я просто офигевший такой. Все такое легенькое на пневме. Гидраж очень легенький тоже. Выворачивается хорошо. Очень мягко едет, да, Дима? Ракета.
передачи в Зиле, и здесь самое пониженное — это понижение безумия. Мне так нравится, как все это работает. Обалдеть. Эта тачка одновременно может ехать и быстро, и очень медленно. И кто теперь скажет, что советские инженеры сделали фигню? Он сам едет, блин. И я уверен, что он просто переедет эту канаву. Эта канава не просто канава, она очень большая. Мне так понравился ЗИЛ, я просто в шоке. Но цилиндру сцепления плохо. Все-таки китайский Озон, блин, нас подвел. Если его оставить, сколько он кругов здесь вокруг объедет? Я слышу, чуть-чуть гудит гидрач. Там нужно нам установить фильтр, потому что он не совсем правильно работает. Ну и нужно разбираться со сцеплением, потому что оно работает некачественно. Я очередной раз говорю, что я в шоке. Юра с Лешей там катаются, блин, не могут. Никак не могу их выгнать с этого ЗИЛа, с нашего. Но фронт работы понятен. Сейчас наша задача довести его до ума. Скорее всего, придется поменять цилиндрик сцепления. Но это мелочи. Но мне так хочется сейчас им заниматься. Я в шоке, блин. Все, на этом все. Пока что мы останавливаем эту серию. В следующих сериях, естественно, мы будем заниматься этим интереснейшим аппаратом. Вам я желаю, друзья, только хороших людей на жизненном пути. Всех благ, здоровья. Юра заглох, да? Эй. Всех благ, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Обалдеть, я в шоке. Мне так понравился этот ЗИЛ. Всем пока. Что там? Не знаю.